То есть как бы мы понимаем, что разные характеристики у разных светлиц, да, то есть есть по масштабу они отличаются, по энергии, по характеристикам энергии. И поэтому, например, сейчас мы давайте позанимаемся со структурой супер и с энергией времени для того, чтобы мы могли этот навык немножко как бы наработать. То есть почему про время говорим? Потому что нам надо структуру из мира структур перетащить в это время, да, то есть через время в реальность. Тогда мы, с одной стороны, выступаем в роли Творца, мы создаем новое время для проявления этой структуры, а с другой стороны, мы можем адаптировать, да, то есть этот мир структур с нашим миром, с тем, чтобы они вписались, и эта структура, которая у нас проявится, не разрушила нам этот мир, а могла бы в нем что-то проявить. Но это можно сделать только если мы во времени это делаем, да, то есть не здесь и сейчас, а где-то в прошлом начали что-то менять, и к сегодняшнему дню у нас она уже поменялась. Ну, тогда у нас просто начинает легко быть. То есть у нас какие-то события происходят сами собой. Как бы ты идешь и делаешь все, что ты хочешь, то, что у тебя ты задумал, и оно само происходит как бы без особого напряжения. А если напряжение возникло, ну, значит, что-то где-то мы не доработали. Что-то где-то нам надо, ну, хотя бы отстроиться от этого напряжения и начать спокойненько с ним работать. Сергей Дзинович, я тут не уловил вот такой момент. Вот мы говорим о светлице супер и энергии времени, а вначале мы говорили о среде вообще, ну, как бы о каком-то окружающем пространстве. Вот. И каким образом вот, ну, я вот не уловил эту связь, соотносится среда, энергия времени и светлица. Каким образом они вот, ну, адаптируются, что ли? Ну, среда – это тоже проявление неких структур. То есть это не то, что вот только мы с миром структур связаны, а все, что вокруг нас отражает, это тоже проявление мира структур. И нас самих, как структуры. То есть мы с этой структурой взаимосвязаны. Мы говорим, что мир и мы – это одно целое. И во многом, может быть, наши представления формируют нам этот мир. Если мы хотим что-то поменять в этом мире, говорят, надо менять себя. Да, то есть поэтому мы говорим, что мы хотим что-то в себе изменить такое, чтобы в этом мире проявилось то, что нам нужно. Поэтому адаптация это всегда, ну как бы, то есть это обычно всегда понимается адаптация как изменение человека или организма под внешнюю среду. А здесь мы говорим, что мы, изменяя себя, мы изменяем мир, в этом взаимодействии мы проявляем некую целостность. Но нам энергия времени нужна, потому что через время мы проявляем структуры, через структуры времени. Понятно. Спасибо. Ну, может быть, тоже не все понятно, как можно понять, что работает в биолазерном режиме. Это можно как-то видеть в нашем физическом мире. Ну, обычно это видно хорошо по кириллиановскому излучению, когда мы меряем, допустим, до работы, после работы, то есть сразу после работы, через некоторое время после работы, видно, как меняются характеристики излучения, как, например, синхронизируется группа, которая работает. То есть можно было бы нас померить, например, до начала занятий, потом бы вот мы сейчас взаимодействуем, потом померить еще раз и посмотреть, как наши характеристики в свечении начинают как бы ну, упаковываться как бы в некие коридоры, которые показывают, что мы где-то начинаем быть как некое целое, общее целое. А может быть наоборот, то есть вот в некоторых случаях надо иногда кого-то приподнять энергетически, тогда другие за счет подкачки как бы его поднимают, потому что вот это качество, которое у него есть, оно сейчас наиболее важное, да, то есть в другой момент. И поэтому получается такой иногда оркестр, то есть как бы кто-то приподнялся, кто-то опустился как бы на время, а потом, если мы после работы, там, через час, например, опять снимем, мы увидим, что раз, и человек вернулся в исходное состояние, ну, которое он был. Почему это важно? Ну, потому что мы поделали что-то там, как бы вот, потратили какую-то энергию и быстро ее восполнили в своих характеристиках. Поэтому вот биолазер тоже очень, ну, мы все как бы биолазеры на самом деле. То есть хотим мы этого или не хотим. У нас из глаз идет лазерное излучение. Вопрос мощности. То есть насколько мы можем его сконцентрировать вот из нашей ауры, чтобы эта мощность вот была направлена туда, куда нам надо, на реализацию той задачи, которая нам необходима.
Вот. Поэтому у меня есть предложение. Вот, значит, вот, ну, опять же, у нас опять мало людей, не имеющих энергию времени, поэтому мы на данный этап мы сейчас, да, вот у Оли есть, ну вот у Оксаны там распечатка есть, насколько я знаю, да, вот, по-моему, Андрей тоже присоединялся, да, было такое. Э, Вот, поэтому у кого есть, мы простраиваем, берем, как бы, если мы ну, к структуре присоединены, мы просто на нее настраиваемся, да, то есть представляем, что есть некая энергия, энергия времени, мы как бы к ней обращаемся, и мы эту энергию к себе как бы привлекаем, то есть как бы ощущаем некий поток энергетический, который через нас проходит сверху вниз и снизу вверх, как бы, и два потока вот этих в нас соединяются, и у нас начинает формироваться вот некая энергетическая среда, ну, кто ее как ощущает. У кого нету, ну, давайте воспользуемся той структурой, которая у нас присоединена к нашему каналу зумовскому. То есть мы можем и к каналам присоединять. То есть поэтому мы можем менять характеристики энтропии в разных системах. И, любовь у нас появилась. Сейчас мы допустим в нашу. Вот, поэтому у нас энергия времени нам нужна для того, чтобы мы могли себя подкачать энергией в свое структурное взаимодействие как творцов, как созидателей, которые могли бы вот проявить нечто в этом мире. Настроиться на какое-то, допустим, качество, которое нам необходимо, то есть не обязательно конкретизировать. То есть можно здесь, опять же, каждый поставить свою какую-то задачу. Вот у нас она у каждого есть. Да? То есть сейчас мы попробуем вот что сделать. Мы сейчас попробуем опять эксперт-операторно повзаимодействовать друг с другом. Мы выстроим как бы вот эту вот иерархию. У нас будет эксперт-оператор, будет у нас оператор второго уровня, оператор третьего уровня. Да? То есть, как бы, то есть мы вот четырехуровневую такую систему хватит нас народу, чтобы это все построить. Сейчас попробуем посчитать. Раз, два, три, четыре. Что мы будем делать? Значит, оператор, да, то есть как бы он настраивается на эксперта, да, то есть как бы, и пытается передать ему некое движение. То есть движение души, тела, разума, соответствующее там с его собственной задачей. Я оператор? Вы? Да, давайте. Да. Оператором, а Татьяна у нас будет экспертом. Ну, ее там плохо видно, они там как бы такое... Ну, тем не менее, здесь задача как бы связь уловить вот эту вот, да, то есть что дальше у нас остальные делают? Значит, у нас будет еще операторы следующего уровня. Будет Саша Вежель, Андрей и Наталья Зайцева. Это как бы следующий уровень иерархии, это надсистема. То есть у нас подсистема – это у нас эксперты, да, то есть система – это у нас операторы, которые задают, да, то есть как бы есть следующий уровень, это у нас будет, то есть у нас для первой пары будет у нас Наташа и Оксана, это у нас Саша Вежель, это у нас следующий уровень иерархии, да, то есть он наблюдает и за той, и за другой, да, то есть, но смотрите, здесь опять же, ну, как вы будете двигаться, это не важно. То есть кто-то будет двигаться и телом, оператор, кто-то может просто как бы смотреть как бы своими биолазерами и просто делать это душой, может кто-то руками двигать, это не важно. Вот. А для второй пары у нас будет Людмила и Елена, у нас будет Андрей, да? Для третьей пары у нас будет Наташа Зайцева. То есть Оля и Татьяна, у нас будет Наташа Зайцева. Вот. Оля Черногол из Хакасии. Это еще мы следующий уровень делаем. А мы с вами будем на следующем уровне. Вернее, как вы будете как бы оператором как бы вот над всеми, да, то есть вы как бы смотрите, наблюдаете. То есть есть наблюдатель, да, то есть есть наблюдающий за наблюдателем, а есть еще и наблюдающий за наблюдателем. Как бы, вот. Поэтому Оля, она будет вот как бы наблюдать за всеми сразу. Да, то есть
Ну, а я уже как бы там дальше смотрю уже на общий процесс. Всем понятно, да? То есть есть вопросы какие-то? То есть, ну, потом разбор полетов сделаем, как бы я объясню. Хорошо. Значит, я тогда сейчас включу музыку. И мы начинаем, как бы, то есть, опять же, у каждого своя собственная задача. Да, то есть, как бы, и у нас есть общая задача глобальная, которую мы хотим. Это развитие общего адаптационного потенциала как некую универсальную характеристику для всех. Да, то есть, и, может быть, еще какая-то более общая задача, которая там нужна нам кому-то еще, выходящему за пределами, может, нашей реальности. То есть, какой-то другой мультиверс, например, а в нем есть задача, а мы можем здесь сделать, у нас есть такая возможность, а в них почему-то нет такой связи с миром структур, которые у нас и у нас. Неважно. Так, ну давайте, сейчас тогда мы запускаем музыку. Теперь эксперты и операторы меняются. Те, кто был экспертом, становятся операторами. Вот. Но те, кто были надсистемными, пока остаются. Кто такой эксперт с точки зрения теории физики? Это система отображения. То есть вы отображаете, то есть вы как некая холст, некое полотно. И вы отображаете вот всю вот эту иерархию операторов, которую мы сейчас представляем. Да? То есть как некий проектор. Один, другой встроен. Теперь опять меняемся. Опять эксперты становятся операторами, операторы становятся экспертами. Как бы мы пытаемся... что сделать? Как бы следующую картинку нарисовать, как бы на вот этой вот на этом холсте операторном, как бы вынуть ее. Ну, как бы со следующих пытаемся уровней, как бы вот у нас есть уровень структурный 1, потом следующий уровень. Там же тоже иерархия, как бы уровней структур. Мы как бы пытаемся структуры оттуда вынимать все более высокого порядка, как бы наращивая мерность отношений. Ну, поехали в следующую мелодию. Хорошо. Ну и еще раз меняемся опять. Как бы опять иерархию мы выстраиваем тоже, как бы сейчас ее не будем ломать как бы на данный момент. Вот, мы потом на следующий раз по-другому сделаем. Вот, и опять у нас эксперты, операторы меняются местами. Для чего мы как бы вот это делаем? Как бы? Ну, для того, чтобы мы на уровне вот это, каждый переходе от одного уровня к другому, мы могли бы минимизировать ошибки, те, которые делаются вот на предыдущих уровнях. То есть мы как бы оттуда берем как бы некую свертку, переносим на следующий уровень, здесь опять выкристаллизовываем, переносим на следующий, как бы. А оттуда идет как бы поток операторный, как структурный поток, который здесь проявляется уже на уровне эксперта. Понятно, да? Значит, давайте... Ну, еще одна мелодия, и все. Ну вот. Спасибо. Ну, вот такую как бы иерархическую мы картинку выстроили. Давайте попробуем обсудить, что у нас тут получилось. Какие были ощущения, наблюдения, дополнения. Вот Сергей Соколов сказал, что что-то торкнуло меня в душе, увидел себя маленького. Вот хорошо. Мы все в душе маленькие, если на самом деле, то есть как бы если так вот на себя посмотреть. Вот, и очень такая полезная практика, когда вот вы, есть какой-то у вас человек, с которым вы не можете найти никакой общий язык. Но представьте его себе маленьким, что это ребенок такой, маленький такой, как бы хорошенький, как бы пухленький такой. Вот. Вы с ним общаетесь как с ребенком. То есть, и как бы, когда настроитесь, вы увидите, как у вас изменятся отношения с этим человеком. Так, у меня есть такое предложение. Сейчас сделать одну паузу. И еще одна мелодия, но все колбасятся. Есть такое качество, называется аркабалена. Оно как бы подразумевает, что человек придумал, то и будет. И мы его сейчас как бы попробуем отобразить здесь. А как оно называется, не расслышал? Аркабалена. Ну, как бы вот, то есть мы как бы сейчас попробуем, ну, как бы, чтобы все были одновременно и эксперты, и операторы. То есть, как бы вы отображаете еще композицию и одновременно как бы являетесь операторами для всех остальных.
Да, то есть как бы такое вот у нас как бы... Ну, давайте, сейчас мы еще одну мелодию. Приготовились. Сейчас демонстрация экрана. И подвигаемся все. Ну вот, мы так как бы так неожиданно с тем, чтобы мы могли. Ну, как бы есть эксперт, на кривой эксперт-оператор, как бы есть 4 режима, в которых можно взаимодействовать. И они подразумевают, что есть возможность на этих режимах как бы вот переброс качеств делать. И вот это биолазерное образование. Но как бы на следующий шаг как бы вот это как бы выход на новое качество, как превращение, которого не было, но которое вот теперь может быть. Ну, посмотрим, что у нас получится, что у нас, какая информация пройдет у наших экспертов, кто у нас что напишет. Ну, потому что если... Песня как раз у Челентана так и называется, «Аркабалена». То есть возможность реализации того, что что каждый себе представил. Большое спасибо. Очень рад. Спасибо, огромное спасибо. Да, поем песенку. Ку-ку. Ку-ку, бай-бай. Водички попейте все, не забудьте. Бай-бай. Всем попить водички. Давайте. До новых встреч. Да, как бы времени у нас вот сегодня добавило, как бы в такой структуре интересной временной. Поэтому не забывайте, что она в доступе есть. Если кто хочет, может присоединяться к этой структуре. И, Шикарная структура. да, и это, если кто хочет, то можно купить карточку. С ней тоже удобно работать, потому что можно вот включать-выключать, отходить. И как бы там немножко по-другому идет все равно взаимодействие, когда у человека есть карточка. Все, еще раз до свидания. Благодарю всех участников. Будем дальше продолжать все вместе. Пока.